По существу начинается новый долгосрочный период в китайской экономике, в китайской политике, в китайской истории. Такие периоды обычно длятся в Китае где-то около 30 лет. Первый период – это 1949 года, когда коммунисты пришли к власти, он длился до 1978 года, когда начался период Дэн Сяопина. И вот теперь с приходом Си Цзиньпина к власти, а случилось это ровно 3 года назад, 14 марта 2013 года, вот начался новый период, который где-то через год получил название Синьчантай. И в мире недаром так вот еще нервничают по поводу темпов роста Китая, вот все эти показатели роста ВВП, потому что привыкли, что Китай – это локомотив. Идет такой большой паровоз, дымит, потребляет много угля, дров, металла, и за счет этого вытаскивает мировую экономику. А никто не задумывался о том, какую цену Китай платит. О том, что те, кто подкидывает уголек, мало зарабатывают. О том, что этот дым от этого паровоза застилает весь Китай, что дышать нечем. И вот Си Цзиньпин столкнулся с тем, что, во-первых, мощность паровоза падает. Да? Если раньше были темпы роста ВВП 10-10,5%, то сейчас вот они упали в прошлом году до 6,9%. Да? И ясно, что тенденция будет продолжаться в решениях. В речи Ли Кэтяна, премьера Госсовета Китая, было сказано, что в этом году будет 6,5–7%, а дальше, скорее всего, 6,5% будет. Да? Почему так происходит? Потому что вся экономика перестраивается с обслуживания мирового рынка на обслуживание китайского рынка. Си Цзиньпин решил подумать о китайцах, он решил подумать о Китае. В первую очередь двигателем китайской экономики теперь будет внутренний рынок. Китайский потребитель будет диктовать свои условия, а миру нужно будет приспособиться к новым условиям. Хотя даже 6,5% роста экономики даст большие возможности для участия в китайском экономическом чуде. И не будем забывать, что Китай становится из импортера капитала, из импортера технологий, экспортером капиталов, экспортером технологий. И недаром была подтверждена программа «Один пояс, один путь», другие программы. То есть я думаю, что мы находимся в начале вот этого нового этапа, который продлится несколько десятилетий. Сейчас 2 сессии закрепят решение пленума на 5 лет вперед. Но за эти 5 лет направление китайской экономики изменится настолько, что потом уже трудно будет, даже если кто-то захочет поменять направление, это будет невозможно. Поэтому я уверен, что вот этот период продлится как минимум до 2049 года, когда должна закончиться реализация программы «Китайская мечта», да? «Великое возрождение китайской нации». То есть мы находимся сейчас в начале 30-летнего цикла развития Китая, и, очевидно, этот цикл в истории Китая, который насчитывает 5000 лет, будет периодом такого процветания,